времени суток, с вами Атлант. Поговорим про цены биткоина. Открыт график биткоин к доллару, 15-минутный таймфрейм на бирже BinX. Торгую я непосредственно на бирже BinX. Изолированная, раздельная, маржинальная торговля. Выставляйте обязательно эти параметры. Позволит вам открывать по несколько лонг или шорт позиций на одном и том же инструменте. Например, это биткоин или этериум, да, любые другие инструменты. Так, по биткоин последний момент у нас что было, да, это у нас был уровень 93,051, 51 доллар за биткоин, и ниже этого уровня был шорт приоритет, да, когда мы очередной раз провалились Атлантом здесь, по Атланту, вот здесь был как сигнал, да, в шорт был в приоритете, после этого мы сделали еще один раз ретест этого уровня и пошли вниз. Также были отмечены уровни и цель. Здесь у нас небольшой такой паттерн в виде треугольника. Его высота давала нам цель в район 89 369. Но я эту позицию не закрывал. У меня здесь 3 позы, одну из которых я хотел здесь закрыть. У меня выбил маркетмейкер. Я сделал перезаход и оставил в связи еще с тем, какой новостной фон вышел, но ожидаем давления, да, на рынок, на рынке. В общем, что произошло? Нас продавили ниже, мы забрали 38%, да, забрали цель и основную часть позиции я оставляю на продолжение движения, на продолжение снижения. Позиции перевел в безубыток, пока наблюдаю. Первый тейк, который я заберу, я выставил его на 61%. То есть от последнего движения, которое у нас было, да, по уровню Фибоначчи, 61% это 87 720, в общем, вот в эту область. Тейк выставил, как раз у нас тут непроторгованный уровень, да, вот эта часть. А также, что может дальше произойти, да, поскольку мы уже спустились в паттерн и ушли к его середине, опять в зону Трампа, да, нас могут здесь еще сильнее продавить к 78% и ниже забрать стоп-ордера тех товарищей, которые набрали здесь длинные позиции, да, которые здесь выкупали биткоин, которые набрали здесь длинные позиции. Многие закупились по 83, 82, возможно, и будем их забирать. Дальше по тройке. По тройке, по структуре тройка у нас есть еще одна цель ниже. То есть, что я буду делать? У меня сейчас в данный момент дополнительные из последних, которые шорт-позиции открыты здесь. Я одну забираю на золотом сечении, если мне дает это рынок сделать. Вторую я позицию с 50-м именно плечом забираю на 80 990, если мне рынок дает это сделать. И следующую позицию, еще одна позиция с сотым плечом. Здесь у меня 150, 50 и еще сотое плечо. Сделка осталась. Я ее оставляю на продолжение, то есть на более глубокую коррекцию. Это что касается последних сделок. Что касается моих открытых лонг позиций отсюда, да, когда мы подбирали длинные, у нас здесь Атлант также разворачивался, да, у нас также был уровень лонг-шорт приоритет, от которого мы отскакивали вот здесь. Здесь я набирал длинные позиции, которые также были переведены в безубыток, но их маркетмейкер может в скором времени забрать, да, то есть если он мне забирает длинные, я у него забираю короткую. Понимаете, то есть тут нужно грамотно расставлять свои позиции, соблюдать риск-менеджмент. Торгуя на финансовых или фондовых рынках, неважно, да, везде, всегда ставьте стоп-ордер, всегда используйте стоп-ордер. Открывая позицию, практически сразу я выставляю стоп на 20 или 30%. Но опять же, не открывайте сделку бездумно, ищите точку входа, грамотную точку входа. Дополнительно вы можете получать информацию, да, у нас на графике, как к нам вступить
Все ссылки есть в описании. Посмотрите прошлые видеообзоры или напишите в личку, каждому отвечу. На графике всегда все отображается. Новостной фон и вероятности того, как может себя повести дальше наш актив. Так, здесь понятно. В общем, вот эти моменты можно убирать. Так, я лишнее с паттерна убрал, чтобы не засоряло эфир. С графика убрал. В общем, заходим обратно в наш паттерн, да, посмотрим, что дальше, как это все дело выльется, во что выльется. Время уже опять позднее, поэтому, как всегда, рынок движется тогда, когда у нас наступает тьма. По поводу полнолуния, ну это у нас 15-минутный таймфрейм. Конечно, эти моменты полнолуния и новолуния, помните, да? У нас когда новолуние это боковое движение или шорт, полнолуние это боковое движение или рост. В данный момент у нас полнолуние наступило с 5 числа, и у нас идет, мы пока вот в этом боковике зажаты. Давайте еще посмотрим это все дело на большем таймфрейме. Кстати, в данный момент у нас что еще есть? Matrix Series был перекуплен. Тоже уже здесь мы ожидали, что мы пойдем ниже на снижение, да, и вот видите, получили этот момент. Что такое Atlant Matrix Series? То есть, если вы вступаете к нам в группу, да, регистрируетесь на 3 биржах, то есть есть определенные условия, мы вам бесплатно открываем доступ к нашему графику и даем 3 систему Атланта, да, 3 как индикатора, да, Атлант АМС подсказывает, где перекуплен рынок, перепродан. Также вы получаете Атланта, который подсказывает на разных таймфреймах, подсказывает, когда выгоднее встать в лонг, в длинную позицию, да, вверх, или встать в шорт, в короткую. Кстати, Атлант на месячном таймфрейме еще не разворачивался. Тоже еще пока ждем этот момент, пока работаем с рынком на долгосрок, да, длинную. И также Атлант МАКДИ также подсказывает, когда рынок перепродан, перекуплен. Дополнительные такие метрики. Ну и плюс наш график, на котором всегда все отмечено, да, направление примерное. Никто не может точно сказать, куда мы сейчас движемся. Даже вот здесь, хоть есть цель, да, у нас по тройке есть такая вероятность. Есть золотое сечение, смотри, цена рядом оттолкнулась. Немного не дошли. Даже здесь нас могут развернуть. А также, когда мы пришли к уровню Трамп, вот от этого уровня, вот здесь я подобрал одну длинную позицию, дополнительная к вот этим позициям, с коротким стоп-ордером. Всегда выставляйте стоп-ордер, всегда используйте стоп. Если вы слушаете каких-то гуру мастеров, да, там трейдинга, и если они говорят, берите актив и не используйте, да, берите с плечом, да, и не используйте стоп, сразу можно выключать этого информационного цыгана, да, можно так сказать. Так, ладно, по биткоину на 15-минутном таймфрейме понятно, и направление его тоже у нас очевидно, уже так получается. Также уровень рос, прошлый уровень long-short приоритета, это у нас 90 764, то есть сейчас, чтобы говорить о том, что мы будем продолжать расти, нам нужно пробить этот уровень, это уровень сильный,
из прошлых проторговок, да, у нас из прошлого. То есть нам в данный момент нужно этот уровень пробить и выйти выше, пробить и закрепиться. Тогда можно будет говорить о том, что здесь мы получили поддержку, да, и цена может сейчас развернуться. Также есть еще такой очень интересный паттерн. Это не совсем паттерн, да, но вот это как на истории, я такие моменты часто замечал. У нас было не только я, да, и наши участники нашей группы, кто с нами давно. Это у нас левое крыло, правое крыло, такая американская птичка, так называемая, или птичка Илона Маска. И часто бывает момент, когда у нее правое крыло выше левого предыдущего, да, у нас бывает, что эта структура хорошо отрабатывает наверх на 2-3 высоты этого накопления вот этого. Ну, посмотрим, как будет, конечно, в этот раз. Не факт, что так произойдет. Пока жду ближайшую цель 61%. Давайте еще посмотрим на дневной тайм. На дневном тайме, да, у нас обратно еще раз. На дневном таймфрейме у нас, кстати, все в целом неплохо. По Атланту лонг приоритет. Были сильная перепроданность у нас здесь идет. И зеленый по Атлант МАКДИ у нас зеленая точка, да, то есть зеленая. Есть вероятность разворота. Сейчас идет пока медведи пытаются продавить вниз, да, но их тут же забирают, откупают. Видите, здесь очень, обратите внимание, очень много биткоинов выводят с бирж постоянно. Каждый раз после сильных проливов происходят эти самые выводы. Каждый раз. То есть отбирают деньги, отбирают биткоин, цифровой актив, или, как сказать, цифровая земля, ее можно так назвать. Забирают у слабых рук, да, и забирают к себе в свой цифровой мир. Так что обязательно всегда используйте стоп-ордер. Открывая позиции, ставьте стоп-ордера. Далее, чтобы говорить про уровни выше, там 120, да, тех же, новый all-time high, кстати, CZ видели, да, что сделал? Он сделал твит в сети X о том, что биткоин покажет новый all-time high, обязательно покажет. И он написал, он обязательно покажет, но я просто не знаю, когда, да, то есть во времени. По времени это может быть растянуто. Далее, чтобы говорить о том, что мы сейчас пробиваемся наверх, да, идем к нашим старым целям, про которые мы говорили в наших прошлых видеообзорах. Смотрите наши старые видеообзоры, очень много всего объясняю, показываю, рассказываю. Далее, чтобы говорить нам о том, что мы идем наверх, нам нужно пробить вот эту нисходящую трендовую, прийти к ней, да, прийти и пробиться, закрепиться, пробиться выше. Кстати, по дневной таймфрейм CME биткоин, да, у нас также есть локальная трендовая внутренняя, более глобальная. Также пришли к ней, оттолкнулись, пошли вниз, да. Тоже момент, когда и почему я дополнительно подбирал короткие позиции. Пробиваемся ниже. Ну, посмотрим. Вот сейчас тут как момент истины, да, такой у нас, видите, этот паттерн, вот он, треугольник, опять пружина сжимается, объемы плавно снижаются, да, тоже. Пробиваем вот эту синюю трендовую
В общем, трендовая от 28 октября и 11 ноября. Третье касание 4 декабря. И вот посмотрим, если пробьемся здесь, да, закрепимся, пробьемся, у нас как раз следующий вход. То есть вот она, да, у нас структура, у нас следующий ход как раз к старому гэпу, который был, который мы, естественно, перекрыли в район 104 360 и к 61% 109 495. Ну, об этом пока, опять же, опять говорю одно и то же, да, опять про это пока говорить рано. В этот раз коррекция у нас составила 36,5%. В прошлых это было 33. Да, в прошлом мы смотрели также наши коррекции. Сколько биткоин составлял. Здесь у нас сколько было? 33. И здесь тоже, по-моему, так. В этом же диапазоне. Да, 32. Ну и в данный момент у нас коррекция 36%. 36,5%. Многие здесь топят за то, что рынок уйдет вниз. Все хотят увидеть биткоин дешевле. Но, естественно, они там будут пытаться его покупать. А естественно ли маркетмейкеру снизить цену, да, в данный момент увести биткоин глобальной трендовой, да, вот у нас, если что, следующая остановка по биткоину, и где я закрою свои часть коротких позиций, которые я набирал ранее, да, большую часть коротких позиций буду закрывать вот в этой области. Если нам принесут такой подарок и приведут нас к глобально восходящей трендовой, также у нас это уровень маск 420, если вы помните из прошлого. В общем, следим за этими моментами также. Соответственно, что я сделаю с теми позициями, которые я здесь закрою, с теми средствами, да, которые выйдут из этих позиций. Я здесь буду забирать спот и дополнительно открывать, находить точки входа в длинные позиции. На самом деле все очень даже читаемо, очень даже предсказуемо. Да, сейчас работают алгоритмы на мелких таймфреймах, очень сильно выносят. Тяжело работать с рынком. Рынок изменился. Проверяли мы, кстати, искусственные интеллекты различные. Они не торгуют. Они неправильно обрабатывают информацию, обрабатывают графики. Поверхностно у них, как сказать, поверхностные знания они дают, но именно торговать нужно самому, своей головой все это доходить, дорабатывать. Только время, ты сам и время сможет научить тебя работать с рынком. Искусственный интеллект это подсказывает, дает технику, дает различные правила, базу, но торговать он не может. Поэтому кто пишет мне, проверьте наш искусственный интеллект, да, различные бот есть, да, много разных ботов есть, которые типа торгуют в плюс. Это все разводняк. Не тратьте свое время, работайте с рынком самостоятельно. По Атланту у нас
лонг приоритет в данный момент. Кстати, большинство здесь даже набирают еще короткие позиции, продают биткоин. Что вы будете делать, когда он выстрелит выше? Как вы людям будете смотреть в глаза? Так, ну и опять же, для возврата обратно на часовом таймфрейме у нас также дополнительные метрики открытые. Смотрим у нас по RSI, да, смотри, они же ушли. Да. АМС уже на полу. В общем, сейчас здесь еще небольшая проторговка. Посмотрим, как здесь сдержит ли маркетмейкер здесь цену, не будет продавливать, если не будет продавливать ниже, да, мы здесь можем получить хорошую поддержку. Ну и дальше разворотные уровни у нас 92 150 и 92 093, 92 800, 93. То есть нам нужно пробиться выше, закрепиться, тогда можно будет говорить о том, что мы пойдем на пробой нисходящей трендовой и похода выше, не знаю, что такого, дракончика. Кстати, посмотрите внимательно на альткоины. Практически все альткоины сделали то же самое, делают. Да, был этот провал вниз, пробивались. Пробивались вниз, и биткоин идет ниже, да, и тянет за собой эти альткоины. Только некоторые удерживаются и могут показать неплохую прибыль. Помните, если в прошлом, посмотрите старые видеообзоры про токен BAT, много про него говорил, про Zcash тот же, также Dash. Монеты потихоньку себя показывают и, возможно, в будущем при активном росте дадут сверхприбыль. Так, и еще хотел вам показать денежную массу М2. Смотрите, из прошлого я говорил, что денежная масса будет увеличиваться, да, еще когда мы были вот здесь, когда мы только сюда приходили, да, вот к этому уровню 29, ой, 21, 21, 22 тысячи, да, 21-22 триллиона. И с того момента, да, денежная масса, она постоянно увеличивается. То есть сейчас мы пришли по уровню Фибоначчи. Если даже смотреть по уровню Фибоначчи, то мы пришли к 150%. Следующая цель это у нас 22-42 золотое сечение. И эти деньги, которые сейчас у нас печатаются, да, вот эти финансы, они не идут в фиат, они идут именно в... Посмотрите, что огромное количество денежной массы уходит в стейблкоины. Как вы думаете, для чего? Задайте себе этот вопрос. Или даже задайте этот вопрос искусственному интеллекту, если сами не понимаете, не знаете, как спросить себя. В общем, сейчас видно, что из рынка просто вытряхивают потихоньку, медленно, уверенно, аккуратно, да, вытряхивают народ. iPad, помните, да, брали? В данный момент, смотри, как плюс 3-4% удержался. ОВА, помните, сову, 56% плюс. Старые. Да, кстати, бывают моменты, когда биржа делистит монету, ее просто берешь, выводишь на кошелек, например, SafePal, да, у меня некоторые монеты, которые я покупал на бирже BingX, да, они производили делистили их, я некоторые монеты выводил на SafePal, там держу и в процессе посмотрим,
То есть в денежной массе, конечно, она уменьшилась именно в долларовой массе, да, те позиции, которые я подбирал на различных активах. Есть такие, которые делистили, делистили, да, с биржи. Перевел на SafePal, и в дальнейшем, если они дадут хороший рост, через CoinMarketCap, например, посмотрю, где они торгуются, переведу на ту биржу и там их продам. Поэтому обязательно держите в кармане как минимум 4, а то и более бирж. Все ссылки есть в описании в нашем телеграм-канале на все биржи, которые вам могут быть полезны. Это и KuCoin Shares, да, и OKX, и Bitrue тот же. В общем, много разных. Binance, Bybit, это понятно. Huobi. Ну и основная биржа для торговли – это BingX. Это единственная биржа, на которой есть изолированная, раздельная маржинальная торговля в режиме хеджирования, в режиме одного актива. Обязательно выставляйте эти параметры. Раздельная, изолированная, маржинальная торговля. Это вам даст возможность торговать даже биткоином, не прибегая к остальным инструментам, они даже не нужны. Даже единственный актив, который нужен, это биткоин. И вы можете открывать по несколько коротких позиций и длинных. По биткоину у нас, кстати, вот здесь свечка доджи, да, хорошая, сильная, 92 900, ну, 93 тысячи, то, что я в прошлом сказал. Вот сейчас смотрим, 92 400, 93 тысячи, вот этот блок. Если вернемся, когда пробьемся выше, да, у нас пойдем наверх. Тоже по Matrix Series 4-часовой таймфрейм, смотри, был перекуплен вот здесь. Это тоже была причина, почему мы здесь подбирали короткие позиции. Так, ну в целом все. ЭМС остудили. Посмотрим, сейчас еще раз говорю, могут произвести вот эти движения, еще дополнительно сбрить, забрать стоп-ордера. Могут и больше вынести, может резко пролиться ниже, да, забрать эти стопы, которые здесь выставлены. Их очень видно. Вот здесь стоп-ордера очень видно. Вот в этом месте. Поэтому маркетмейкер может за ними сходить. Ну и как раз у нас есть, еще раз напоминаю, цель. Одна из. То есть одна здесь закроется, вторая здесь. Третью оставляю просто на продолжение. И моя третья короткая позиция – это не последняя, потому что сверху от 124, если вы помните, да, это мы, когда пришли к нашей цели в 124 тысячи, а я про нее говорил заблаговременно, до того, как мы к ней пришли, этот уровень был отмечен. Опять же, смотрите наши старые видеообзоры, там все это расписывалось и показывалось. И была цель, как мы, достигнув которой, да, мы будем закрывать позиции, да, у меня вот они, все эти позы на графике были отмечены по разным активам. Сильно увеличивать не буду, там получается как скрытая реклама, да, вот у нас вот длинные позиции по 1000%, 2000% более, то есть когда мы шли наверх. Так, ну а дальше посмотрим. И сверху здесь подбирали короткие, здесь забирали, здесь, да, и до сих пор идем вниз. То есть в этих уже позициях также частями закрывали и переводили в безубыток. И оставлял часть позиций на сверхприбыль.
Это глобальные трендовые, будем уже смотреть, что делать, с какими и что делать. Также не забываем про наш гэп в районе 116 500, 116 900. Это магнит для цены. Очень хорошо, что у нас сверху остался этот гэп. Кстати, гэпов, обратите внимание, стало очень гораздо-гораздо меньше, чем было ранее. Алгоритмы. Так, ну на этом будем заканчивать. Всем удачи, берегите себя, берегите свои нервы. Всегда использую стоп-ордер. Торгую на бирже BingX, изолированная раздельная маржинальная торговля в режиме хеджирования, в режиме одного актива. Для того, чтобы нервы были в покое, в порядке. Все, всем удачи. Кто хочет к нам, пишите в личку. Пока-пока.